Sí, chao. Bueno, chao, chao, adiós. Вот мы и покидаем место в Ушуае, где жили. И сейчас отправляемся дальше. На этот раз на север, в сторону Патагонии. Поедем автостопом. Местные люди очень довольно-таки приветливые. Мы здесь подъезжали несколько раз автостопом до этого. Поэтому думаем, что автостоп, скорее всего, будет здесь хороший. Единственная его проблема в том, что здесь очень малонаселенные города и маленький трафик. У нас появляются первые проблемы. Это довольно нетипичная проблема. Я никогда такого не видел. Потому что здесь автостопщиков больше, чем проезжающих машин. Там стоит чувак, уже к нему другой подходит. Вон туда 3 только что пошло, и мы пришли. Чё за фигня, блин? Никогда такого не было. Примерно час мы стояли на дороге. Я так понял, многие из этих автостопщиков, которые тоже пришли, были местными, и они уезжали недалеко. И мы сейчас поймали машину, которая едет всего лишь на 30 километров и высадит нас посреди ничего, но мы все-таки решили ехать, потому что будет меньше локального трафика там. ¿Sabe por qué esta tierra se llama como Tierra del Fuego? Porque cuando vino Darwin, fueron de los primeros expedicionistas que cruzaron por acá. Ajá. Ellos, lo que vieron a lo lejos, ellos pasaron por el estrecho de Magallanes, que se llama así porque antes había pasado Magallanes. Cuando ellos cruzaron, vieron muchos fuegos. Desde la isla veían los fuegos prendidos, que eran los que prendían los Shelkman, los indios que habitaban acá. Porque la única forma de subsistir al frío era con fuego durante la noche. Entonces ellos vendían muchas fogatas y por eso le pusieron tierra del fuego, básicamente. Son fuegos de indígenas, ¿sí? Claro, exacto, de los aborígenes que vivían acá. ¿A dónde está ahora indígenas? Muertos. Desaparecidos, claro. ¿Todos? Todos. Creo que quedaba una sola descendiente que murió ahora hace poco. Sí, porque cuando vinieron los colonizadores o conquistadores, por así decirlo, les dieron el abrigo. Ellos estaban acostumbrados a estar desnudos todo el tiempo y les dieron abrigo. Entonces cuando ellos se metían al agua, la humedad no se escurría. Ellos se ponían piel de grasa de foca para zafar del frío y para que el agua escurriese. Cuando ellos vinieron, que le dieron ropa, la ropa empezó a conservar la humedad. Entonces empezaron a aparecer enfermedades que ellos no tenían y se terminaron muriendo, básicamente. Qué pena. Y bastante. Pero bueno, es lo que pasa cuando vienen a invadir territorio. Нас высадили, в общем, как и обещали, посреди нигде. И здесь достаточно холодно, прохладно. И мы ждем машину. Их проезжает достаточно мало, но при этом никто не останавливается. Катя, откуда у тебя кошка? Нашла. Это мусорская кошка. Она очень толстая и сытая. Нагреет? Да, очень греет. Я бы хотела ее на ноги положить себе. Кошка дико ссыт машин. Боится? Ну, конечно, они шумные такие. Слушай, как она мурчит. Да, мурчит, слышу. Кошечка, давай, мурчи, мурчи. Блин, вот она смешная. Будет больше шансов уехать, если мы поедем с кошкой. Здесь очень короткий световой день. И солнце вообще высоко не поднимается, оно очень низко. И такое ощущение, что постоянно какой-то закат здесь. Надеюсь, мы успеем уехать отсюда от темноты, хотя бы до ближайшего города.
cualquiera lo que quieras. А, один только поместится рюкзак, да? Да, ну можно попробовать второй приедет. А, си, холя. У нас наконец-то подобрали. Мы едем до ближайшего города, до которого ехать изначально было 200 километров. И по подсчетам времени мы как раз туда доедем, когда световой день здесь закончится. Непонятно, получится ли ехать дальше автостопом, скорее всего, нет. В общем-то, добрались до города, но мы не планировали здесь сегодня быть, в этом городе. Планировали ехать дальше, но пока мы добирались, мы проехали всего 200 километров, и пока мы добирались, стемнело, на улице уже темно. И мы оказались без ночлега сегодня. Сейчас будем сидеть в этом кафе, пробовать искать место, где нам переночевать, потому что у нас есть спальники, но они летние, как бы не вариант в них как-то спать на улице. Нужно найти теплое место. Как обычно это бывает в путешествии, ситуация перевернулась с ног на голову. Катя нашла чувака через каучсерфинг, он нам очень быстро ответил, буквально за 5 минут. И через 10 минут он уже приехал в кафе на машине и забрал нас. Вот. У чувака 2 детей, сейчас они поехали смотреть футбол. Мы будем ночевать в этой комнате. Здесь у них, к сожалению, нет Wi-Fi, зато есть Sony PlayStation. О! Эстер. Чего там? Yo sé, ¿Cómo se divide? yo creo que yo sé este mapa. Aprieta X. Yo conozco, sí. ¡Irún! Ahí te estoy protegiendo. Headshot. Toma. Momento. Estás matando. Cuidado. Tenés que matar a los malos. Los malos son de blanco. Тебе нужно бить плохих, а не в белом. Ah, ok. Protegete, te puedes agachar con el círculo y vas a alguna plataforma y te escondes. Y ahí puedes Скажи, что disparar a здесь все todos. наоборот. Как наоборот? ¡Guau! Не знаю. Mírame, mírame. Aquí Бррр. ¡Uy! Hola. Ah, yo no puedo manejar como carro. No. Почему ты такой безэмоциональный? Тихо, Катя. Почему я безэмоциональный? У меня тут идет борьба. Я положил. Кого ты положил? Все, короче, тебя поглотило. Я сейчас им гранату кину этим козлам. Estás matando un montón. Ahí te ayudo. Juega bien, ¿no? Sí, Be muy. careful. Un montón. Cuidado, bomba, bomba. ¡Cuidado, bomba! Bien, mataste un montón. Juega. Máximo. Significa más balas tiene. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Кто выиграл? Кто выиграл? Красавчик. Ты выиграл. Хорошо. Rancho, sacate una foto para subir a Instagram. Con el buzo. Мы снова на дороге. Доброе утро. И пока что нет совершенно никакого трафика. Очень мало машин едет. Наверное, потому что сегодня воскресенье. В воскресенье здесь вообще все дороги умирают, как я посмотрю. Нам нужно проехать сегодня как минимум 500 километров. Но что-то мне кажется, с таким автостопом это будет сделать чертовски трудно. Будешь? Угу. Машин вообще не едет что-то. Угу.
Мы решили сматывать удочки, потому что мы стояли около 2 часов на трассе, никто не останавливается, машин мало. Мы начинаем замерзать, и практически нет никаких признаков, что у нас получится уехать с этого места. Пойдем сейчас в город. Есть 2 варианта, которые мы можем проверить. Это военная авиация, которая здесь летает по цене автобуса. Вот. Но сегодня воскресенье, их офис не работает, так что, скорее всего, мы не сможем ничего узнать. И второй вариант – это посмотреть автобусы, какие идут до ближайшего города. Мы все-таки находимся здесь в таком небольшом тупике, который идет в Ушуаю, и здесь трафик очень маленький. И вот если выбраться чуть-чуть севернее, будет лучше гораздо. Но, к сожалению, мы не уехали автостопом. Очень жаль, правда. Вот такая наша доля бродяжья. Сидеть, короче, по кафешкам и ждать лучшей жизни. Сутки мы уже не можем уехать с этого города, в котором находимся. С утра пойдем на бас-стейшн, а сейчас вообще мы, по идее, опять этой ночью вернемся к хосту, вот, к нашему, но поскольку у него нет интернета, ничего нету, поэтому мы здесь сидим и смотрим. Короче, убиваем время, если так это на самом деле говорить. Это очень плохо на самом деле убивать время. В путешествии приходится этим заниматься, потому что ты находишься в каком-то состоянии между чем-то и чем-то, и не можешь заняться тем, чем ты хочешь сейчас заняться. Это очень дерьмо. Такое даже бывает в путешествии, да. Ты уже спишь? Угу. Я заснул, мне кажется. Раннее утро, город Рио-Гранде, холодно. Здесь вдоль океана Атлантического лежат льдинки. Вот. Нам не удалось купить билеты на автобус, но зато нам удалось вписаться в самолет военной авиации. Вот нам распечатали такие штуки, это как бы наше право туда зайти. Заплатили мы столько же денег, сколько стоит автобус, так что как бы это очень круто. Лететь всего лишь 50 минут нам. Но что самое классное, то что самолетик маленький. Я никогда не летал на маленьких таких самолетах. Скорее всего будет видно салон, ну не салон, это кабину пилотов, скорее всего будет видно, как они управляют. И ощущение полета, мне кажется, будет более близкое к, ну более такое ощущаемое, потому что самолет, наверное, будет больше трястись. Я не знаю, на самом деле, не летал ни разу на таких. Вот. Собственно, сегодня в 4 часа примерно вылет, 5. И сейчас мы будем ждать отправки. Здесь город с утра совершенно пустой, пляж пустой. И только волны океанского прибоя. И все, больше ничего. Даже нету птиц. Все,
Вот он, наш самолет Т-34 называется. На нем мы летим, такой маленький. Я думал, на самом деле он будет еще меньше, но все равно на таком мелком я еще не летал и думаю, будет полет очень сильно ощущаться. Вон грузят наши рюкзаки. Вперед! Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Вот, давай сюда сядем. Более классное место. Кривой маленький иллюминатор. Я думаю о том, пригодится ли мне этот волшебный вливательный пакет с логотипом компании. Ага. Видно, видишь, на побережье, короче, лед. За окном просто нереально красивые цвета заходящего солнца. Океан сливается с небом. И это выглядит очень красиво. Наконец-то мы выбрались из этой дыры. Попадем в другую дыру, но ничего страшного. Выберемся и оттуда. Главное двигаться. Приготовились. Сейчас будет жестко, наверное. Да, неплохо так. И gracias. Adiós. У нас намечается здесь небольшой ужин. Приступим. У нас здесь помидорчики, рыбка, йогурт. Вода.